Всем привет! Я Надя, и это канал Надя Путешествовать. Сегодня мы с вами пойдем гулять по Стамбулу. И задача этой прогулки — провести ее максимально интересно, занимательно и красиво, но при этом сильно не потратиться. Бюджетненько. Это влог одного дня, поэтому сильно много мест я не успею посетить, но если вы досмотрите это видео до конца, то вы увидите еще небольшой список мест, куда тоже можно попасть с такой же целью, посмотреть красивейший город, но при этом не оставить все свои деньги в нем. Ну что, в конце видео вы узнаете, получилось ли у меня это сделать, увидите этот список, который я обещала, и узнаете, хватило ли мне батареи на телефоне снять это видео. В общем, приятного просмотра. И да, я уже сюда приехала на метро, и на протяжении всего видео я буду считать, сколько я трачу и сколько получается в итоге. Вот. Так, в данный момент я пытаюсь попасть в Голубую мечеть. Голубая мечеть или мечеть Султан Ахмед. Постройка 17 века. Это одна из главнейших достопримечательностей Стамбула. Мечеть известна своими 6 минаретами, что большая редкость в исламском мире, и голубым цветом украшивающей ее плитки, благодаря которой она получила свое название. Вход раньше был с другой стороны, а сейчас указатели ведут сюда. В общем, сюда можно попасть бесплатно. В Стамбуле, как и во всей Турции, можно всегда сходить. Так, там пес орет. В Стамбуле, как и во всей Турции, всегда можно посетить бесплатно любую мечеть. Единственное, следить, смотреть за временем молитв, потому что в это время это время для молитв. И все-таки это не музей, а мечеть, поэтому нужно уважать предназначение этого места. Да и вас туда и не пустят в это время. Ну, по крайней мере, сколько я сталкивалась. Просто нужно ждать, когда молитва закончится, и потом уже пускают туристов. Вот. Я не вижу до сих пор входа. Давайте искать, давайте искать. В общем, не получилось у меня попасть. Снимаю свое прикрытие. Дело раскрыто. Она открывается для посетителей только с 2:30. Нам это поздно. Нам это поздно. Знаете, какая тут толпа будет в 2:30? Нет, спасибо. В этом видео еще могло быть про храм Святой Софии, Айя София. Но в январе 2024 года они сделали платный вход. 25 евро не звучит как бесплатно или дешево, поэтому мы сюда не пойдем, пройдем мимо. И, кстати, хочется посмотреть на очередь, потому что раньше, когда был бесплатный вход, вот здесь вот прям огромная была очередь, вот здесь был вход. Изменили вход, видимо, чтобы сделать его платным для удобства. Вот сейчас не здесь. Я хочу посмотреть на очередь. Такая же ли она огромная. Хотя сейчас утро, я подготовилась и встала пораньше. И, наверное, даже если она и есть, то сейчас она меньше, чем обычно. Вот. Это очередь в Айя Софию. Не такая большая, но сейчас утро, как я уже говорила, поэтому это очередь только за билетами. А вот это хамам Хюррем Султан. Настоящий. Построенный для нее. Наверное, кучу раз реставрировался, доделывался и ремонтировался, но все-таки это он. Работает как спа, как хамам. Девочки, приходите в спа, отдыхать, мальчики тоже. Вот. Какая красота, посмотрите на эти деревья. Машалла, машалла. Друзья, со мной только что сделали фото индийцы. Не потому, что они узнали меня из святого, естественно, подписчиков из 150, они не являются одним из них. Но, не знаю, просто захотели со мной сфотографироваться, я не отказала, потому что я добрый человек. Вот, идем дальше. Я уже на территории Топкапы, я не пойду в сам музей. У меня сейчас такое ощущение, как будто бы мое видео будет просто состоять из... Я пришла к входу какого-нибудь места, такая, сколько? Нет, это нам не подходит, уходим отсюда. Нет, я подготовилась, я нашла места, в которые можно попасть. Например, вот в Голубую мечеть. Просто она сейчас закрыта утром. И так-то в нее можно попасть бесплатно. Вот. Ну, еще будут места. Это только начало. Не выключайте это видео, пожалуйста.
Вот буржуи, да, 46 евро. Толстосумы. Пойдемте отсюда. Если пойдете в подобные места, Топкапы, соответственно, то лучше это сделать с утра, когда еще не так много людей. Вот сейчас не так много людей, но уже они есть. Но время уже 11 час. Лучше идти прям к открытию, там, к 9. Тогда будет максимально комфортно. И да, если вы не будете заходить в сам музей, то здесь есть парк, только не только вот эта сторона, где кассы, есть еще парк с видом на Босфор. Можно погулять прекрасно, отдохнуть, провести время. Можно по нему пройтись прекрасно, бесплатно совершенно, не заходя в музей. Здесь тоже красиво и есть где погулять, посидеть, вот, отдохнуть. Наконец-то то, что мы хотели. Бесплатный музей. Музей железной дороги. Он находится прямо в здании вокзала. Здание вокзала Сыркиджи, где находится музей, это первый вокзал в Стамбуле 1890 года. Само здание тоже очень красивое и аутентичное. При случае тоже советую по нему прогуляться. Музей совсем небольшой, одна комната, зато бесплатно. И зато у каждого экспоната есть QR-код, с помощью которого можно сканировать и узнать информацию об экспонате. Единственное, там нет на русском, я нашла только на английском и турецком, но хотя бы так. Спасибо. Спасибо, все равно очень приятно. Случайно увидела инсталляцию тоже в здании этого же вокзала. Это письма, которые не дошли до своего адресата во время Первой мировой войны. И спустя 100 лет их рассекретили, то есть они хранились в архивах, и спустя 100 лет вот их сделали такую инсталляцию. Я пришла в баклавинную, в баклавичную, в баклаванную. Ну, знаете, гулять по Стамбулу и не поесть баклавы – это преступление. Поэтому сейчас буду есть. Было трудно, но мы здесь. Мечеть Сулейманье. Вот вход сюда бесплатный, естественно. Вот сейчас пойдем смотреть. И вид здесь прекрасный. Сейчас я вам его покажу. В горку было очень сложно идти. Я могла поехать на трамвае, но идти было всего 20 минут. Что такое 20 минут? Это ничего. Мечеть Сулейманье. Здесь находится не только место для молитв, но и больница, школа, бани, кухня, в общем, все покрывающее нужды общины. Мечеть построена в XVI веке по приказу султана Сулеймана Великолепного, чей мавзолей здесь и находится, так же, как и мавзолей Хюррем-Султан, захоронение их детей и многих других. Просто вау! Если сюда тоже придете, подготовьтесь. Во-первых, меня сначала в шортах не пустили, но там было что надеть общественно. Я так накинула, чтобы в виде юбки было. Вот. И обувь везде нужно снимать. Я что-то об этом не подумала. Никаких носочков с собой не взяла. Вот. Если пойдете, подумайте об этом, чтобы босиком не ходить.
Ой, друзья, чуть-чуть погуляла по Сулейманье и следую до следующего места. Очень жарко, конечно. Я купила воды. Так, на удивление, кстати, очень дешево. 7 лир. Вот. Сейчас поеду на автобусе. Иду до остановки, чтобы поехать до следующего места. Увидимся там. Да, чтобы передвигаться по городу, давайте вот так, красиво, чтобы было, но я использую Istanbul Card. Выглядит она вот так. На июль 2024 года стоит 70 лир, но по ней выгоднее передвигаться, то есть на любом транспорте, и на метро, и на паромах, и на автобусах кладешь на нее деньги и уже по ней расплачиваешься. Это выгоднее, чем покупать просто разовые билеты. Единственное, раньше ее можно было вернуть, то есть ты заплатил, попользовался и потом вернул деньги, отдал ее обратно. То сейчас ее нельзя вернуть, она остается с вами. Но если на ней остались какие-то деньги, то забрать их, к сожалению, не получится, но можно будет их потратить, если не на проезд, то в магазинах, либо кафе, ресторанах, где написано Istanbul Card. Вот, то есть просто как банковскую карту ее использовать, тоже оставшиеся деньги, если там что-то осталось. Вот, по окончанию вашего приезда в Стамбул. Да, вот так вот, такая вот информация. Друзья, очередная неудача. Меня не пустили в монастырь Хора. Я очень хотела туда попасть, правда, прям. Но не получилось. Во-первых, потому что я в шортах, но это, в принципе, решаемо было. То есть я могла как-то прикрыться, найти варианты. Но сейчас время молитвы, и оно очень какое-то длинное. Я думала, максимум минут 20 подождать, ничего, но они откроются только через 1,5 часа для посетителей. Но это слишком долго для меня, у меня совершенно другие планы сегодня, поэтому я сейчас найду для вас фото в интернете, покажу, что там внутри, потому что я действительно очень хотела попасть. Монастырь Хора. Очень красивое место, надеюсь, в следующий раз у меня получится в него попасть. Эта византийская церковь была преобразована в мечеть, и в то время все изображения внутри были перекрыты слоями штукатурки. Но позже все перекрытия были сняты, и там сделали музей. Сейчас все мозаики и фрески можно с удовольствием наблюдать внутри, несмотря на то, что в 2020-м монастырь вновь стал мечетью. Вход сюда бесплатный, и среди дня они закрываются на молитву только по пятницам. И, конечно же, мне повезло прийти именно в пятницу, поэтому не повторяйте моих ошибок. Очень грустно мне сейчас. Пойдем гулять по району, потому что здесь есть что посмотреть, кроме него. Но все равно очень грустно. Слушайте, несмотря на то, что мне очень жарко, что я немного потерялась, все нормально, у меня есть карта, поэтому разберусь. Вот. Но мне здесь очень нравится, я была здесь. Офигеть, ща. Сюда я шла. В общем, это большой район, называется Балат. Он полон вот таких вот интересных домиков красивых. Я была до этого в его туристической части, туда, куда я сейчас иду. И вот уже оно начинается потихонечку. И сейчас совершенно случайно задела просто жилую часть, там, где живут местные, где у них расположен быт. И это так колоритно, мне так понравилось. Я сейчас просто гуляла и думаю, как мило, как классно. В общем, замечательная прогулка. Я рада, что так вышло. Немножечко не по плану, но ничуть не хуже моего плана. Вот. Жарко, конечно, капец. И если сюда пойдете, знаете, что здесь горы сплошные. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот как бы вот так вот. Примерно вот так вот.
Я пришла в кафе немного остудиться, подзарядиться, отдохнуть, переждать сильную жару, потому что солнце сейчас буквально жарит. Вот. Я бы не советовала вам сидеть в туристических местах в кафе, если вы преследуете цель отдохнуть бюджетно в Стамбуле. Вот. Я бы советовала, не знаю, заходить в магазины, тоже не в туристических местах, брать с собой еду и уже гулять со своим. Вот, и устраивать пикники на травке. Это вполне вообще отличная идея. Я бы ее поддержала, если бы мне не нужно было еще подзаряжать свой телефон. Вот. Но я это делаю ради вас, только ради вас. Район, в котором я сейчас нахожусь, называется Балат. Здесь вот эти вот домики повсюду. Очень много красивых сюжетов для прекрасных фото и бесплатных тренировок, потому что район – это сплошная гора. Здесь повсюду ступеньки, спуски, подъемы, обходы. В общем, добро пожаловать! Передайте привет вашим ногам от меня, если сюда приедете. Вот. Но здесь классно. Я бы советовала сюда съездить. Еще хотела рассказать вот эту карту, Istanbul Card, которую мы используем для проезда. Если вы едете по Мармарай, это как метро такое, либо на метробусе, нужно будет ее по окончании поездки тоже приложить уже на остановке, потому что это длинный путь, и изначально снимаются деньги как доконечные, можно так сказать. Вот. А если вы приложите карту, то тем самым вы покажете ей, что вы едете не всю дорогу, и деньги остальные вам вернутся на карту. Вот. Поэтому будьте внимательны. Честно сказать, я невнимательная. Правда. Я забываю это делать, честно сказать. Но это плохо. Вы так не делаете. Я вас предупредила, теперь знаем и пользуемся. Зашла в этом кафе в туалет, а здесь душ еще есть. Вы бы знали, как я себя сейчас сдерживаю, чтобы в душ не сходить. Жара такая, капец. Очень хочется в душ. Я не пойду. Я обещаю. Друзья, для вас прошла 1 минута, может быть 2, но я за это время съездила по делам. Мне нужно было кое-что уладить по документам. Я все сделала, целый час простояла в очереди, потом села на автобус, он меня не туда увез, потом не остановился. Я поругалась с водителем, потом шла по жаре опять в гору и пришла в библиотеку. Чудесное место, сейчас я вам его покажу. Здесь библиотека, арт-пространство. Здесь проходят выставки. Такое творческое пространство. Здесь есть кофейня. Вот. Сюда можно прийти. Вход, естественно, бесплатный. Но, наверное, когда здесь проходят выставки, сейчас, к сожалению, ничего не проходит, то, наверное, уже на саму выставку будет платный вход. Ну, а так прийти, я не знаю, посмотрю, что у них сейчас, если не на турецком книге. В кофейне можно посидеть. Так можно, знаете, после этого шумного Стамбула прийти сюда, подышать кондиционером и отдохнуть от шума. Чудесно. Это то, что мне нужно прямо сейчас. Здесь, видимо, можно что-то посмотреть, но сейчас белый экран и белый шум такой. Может быть, можно помедитировать, конечно. О, музыка какая-то началась. Сейчас, я посмотрю, вам расскажу. Я послушала, то есть просто это был как белый шум. Ну, для медитации, в принципе, сканает. Но тут разные видео показывают. Мне кажется, в какой момент подойти и послушать, там будет все равно что-то свое. Вот. Ну, интересное место, мне понравилось. Тут всякие лекционные залы, насколько я понимаю. Помещение под галерею.
В общем, мне нравится здесь. Сейчас кофейню найду. Все тут фотосессии еще устраивают, естественно, как и везде. Сейчас тоже устрою, наверное. Увидела много книг на английском, на русском ничего не нашла, но я не прям сильно искала. Вот, но я сомневаюсь, что они здесь есть. На турецком в основном и на английском. Вот. А вот эти наушники я поняла. То есть ты такой берешь книгу, и вот этот тут белый шум тебе помогает не отвлекаться на внешние факторы. Сидишь, читаешь. Вот. Тут много кто с ноутбуком работает, сидит. Прикольно. Мне здесь нравится. Сходила в кофейню, ничего особенного. На этом все. Отдохнула, подышала. И сейчас пойду дальше. Посмотрим, что меня ждет дальше. Галатская башня. Мы в нее не пойдем, но рядом потусоваться мы были обязаны. Во-первых, посмотрите на эту очередь. Я не знаю, видно вам, нет? Ну, в общем, по моей скромной оценке, она часа на 2. Ну и во-вторых, это не входит в категорию дешево либо бесплатно, поэтому бесплатно вот так вот поделать можно. Пофоткаться рядом. В разное время башня использовалась как маяк, тюрьма и наблюдательный пункт. Сейчас внутри музей и смотровая площадка на самой верхушке. Там открывается очень красивый вид. Вот. Я на последнем этапе своей прогулки приехала на станцию паромов. Поеду на пароме, чтобы вам показать еще одну бесплатную достопримечательность. Ну как бесплатную? За билет на паром я заплачу, но по карте это не так дорого. Напишу, сколько это будет стоить, не помню, сейчас проверю. Кстати, у меня хватит денег? Сейчас быстро, он уже приехал. Все нормально, денег на карте хватило. В общем, следующая достопримечательность, чтобы ее увидеть, либо специально до нее поехать, либо просто проплывать мимо на пароме. Это одна из визитных карточек Стамбула. Если уже догадались, о чем я, пишите в комментариях. В Стамбуле паромы используются как общественный транспорт. То есть за абсолютно дешевую приемлемую плату можно посмотреть Босфор изнутри, можно посмотреть на Стамбул с воды. Это просто незабываемое зрелище, если честно, я обожаю это делать. Всегда, когда есть возможность передвигаться на пароме, я это делаю. То есть, если так пролегает мой путь, что я могу использовать паром, я этой возможностью пользуюсь. Вот. В общем, очень советую. Будете здесь, если вот прям вот у вас один день, и вот вообще ничего не успеваете. Паромом. 100%. Вообще. Я прям вот даже, вот вы меня спросите, я даже не думать не буду, вам отвечу паром. With roses in my hand, like planting seeds in desert sands, but still. Я специально ехала до станции, она была не самая близкая от меня, но специально, чтобы сесть на ту линию, чтобы проплывать прямо рядом с башней. Здравствуйте!
вам здравствуйте. В общем, если будете здесь и захотите поплавать на паромах, покататься, вот на этом сайте можете посмотреть расписание и карту паромов. Вот, вообще, как вы успели догадаться, я прям советую, я обожаю паромы, и вам советую на них покататься. Что еще хотела сказать? И это абсолютно доступно, то есть проезд стоит, как на автобусе практически. И то ли дело стоять на автобусе в пробке на мосту, то ли дело переплыть на пароме и посмотреть чудесный Босфор с воды. Прямо с него на него посмотреть, как бы, поняли. Вот. Я довольна сегодняшним днем, я все сделала. Да, что-то шло не по плану, да, где-то были сложности, трудности, но я совсем справилась, и все классно. И сейчас, как я и обещала, небольшой список дополнительных мест, в которые я не съездила в своем влоге. Место номер 1 – центр Кадыкёй. Это одна из визитных карточек Стамбула. Знаете, где вот на открытках едет такой трамвай, вдоль трамвайных путей такие шары цветные лежат. Вот это в Кадыкёй. Если хотите это посмотреть, то вам туда. Честно сказать, по моей скромной оценке, там больше, кроме этого трамвая, нечего делать. Но это только мое мнение. Со мной могут не согласиться куча людей, поэтому приезжайте сами и составляйте свое мнение. Смотрите на Кадыкёй своими глазами. И там же в Кадыкёй идет длиннющая набережная. Называется она, насколько я понимаю, Джадде-Бостан. Она просто огромная. Там можно чудесно покататься на велосипедах, прогуляться, заняться спортом, посидеть на травке, посмотреть закат. Кстати, да, на закате. На закаты нам не нравится более всего. Следующее место – мечеть Челимджа. Это самая большая мечеть Стамбула. Можно туда приехать, посмотреть, восхититься масштабами, сделать красивые фотографии. И мечеть Меджидие. Я правильно сказала? Меджидие. В общем, она находится на станции Артакёй. Она прекрасна, эта мечеть, как внутри, так и снаружи, так и с воды, так и сверху, снизу. В общем, приезжайте, смотрите, вход бесплатный, как я уже рассказывала про мечети. Но особенно бы я советовала ее посмотреть с воды, поэтому планируйте свое путешествие на пароме через станцию Артакёй. Надя путешествовать на паромах. И 2 района с красивыми интересными домами. Это район Üsküdar и Арнавуткёй. Приезжайте, делайте красивые фотографии, пейте турецкий чай и радуйтесь этой жизни. Ну и будем заканчивать. Про Стамбул можно разговаривать часами, днями, неделями. Там столько всяких мест, потому что это огромный город, зависит от того, чего вы хотите и что ищете. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и до скорых встреч!